Всем привет! Сегодня мы вместе с вами будем собирать максимально простой букет из кустовой хризантемы и одноголовой розы. Нам очень часто стали писать о том, что мы собираем, как правило, сложные композиции, что не всегда наши букеты можно собрать в любом магазине, поэтому сегодня мы для вас покажем именно такой вариант, потому что и кустовая хризантема, и одноголовая роза, неважно какого цвета или сорта, они, как правило, есть в каждом магазине цветов, и чаще всего их покупают люди домой, которые хотят сами попробовать собрать какой-то простой букетик. Поэтому мы вам сегодня объясним правила, как проще и красивее собрать такой букет. И как всегда мы начинаем с основного цветка. И в данной ситуации у нас это кустовая хризантема. И обратите внимание, на розах мы сняли зелень, а на хризантеме мы оставили. Потому что эта зелень, во-первых, будет нам выполнять роль зелени в букете, а во-вторых, она делает букет более пышным. И начинаем мы с нашей хризантемы. У нас в данной ситуации 5 штук хризантем. Но мы сторонники того, чтобы сначала в букете отработать с одним цветком, а потом уже заниматься всеми другими последовательно. И в данной ситуации попробуйте из 5 кустовых хризантем составить правильный кружок, как всегда в спиральной технике. И мы с вами начинаем выстраивать наш круг. Вы можете покрутить, не бойтесь, вот крутить цветочки, посмотреть, чтобы они полноценно стали в вашем букете. Из 5 хризантем круг выстраивается вот именно последовательно, вот цветок за цветком. И опять-таки, да, пожалуйста, вы переставляете вот так букет или цветы в своей руке, чтобы видеть, как стоит у вас каждый цветочек в букете. Не надо. Спираль берешь? Я беру спираль вот там, где закончилась зелень у нас в данной ситуации. А почему? Ну, для того, потому что если я возьму ниже, то я тогда зажму эти цветы. Посмотрите, потому что хризантема у нас очень пышная. Если я возьму пониже, то я думаю, что у нас цветочки зажмутся. То есть вы вот играете этими хризантемами до тех пор, пока не поймете, что вы выстроили красивый букет из хризантем четко по кругу. И чтобы этот круг у вас был и по высоте, на одном уровне, и чтобы все хризантемы у вас, как всегда, чтобы все ваши цветочки, как всегда, смотрели из круга. Ну вот, все смотрите через зеркало. А ничего, что в центре такая дырочка осталась? Ну, я просто не хочу пока, я могу вот так чуть-чуть раз, посмотрите, поджать спираль, и тогда у вас будет поплотнее. Но так как у меня есть еще в запасе розы и хикеперикум, то я не хочу делать этот букет более плотным. Вот мы с вами выстроили кружочек. Конечно, он может быть не идеален, потому что это сложно, потому что каждая хризантема, она пушистая по-своему, да, и она уровневая, который здесь мешает вам, вы можете убрать. Я бы на вашем месте закрепляла вот каждую партию ваших цветов. Вот вы выстроили хризантему, закрепите ее, потому что она будет гулять в ваших руках, если вы будете перехватывать букет. А вот если нету такого специального анкора, то чем крепить? Можно скотч взять. Если вот дома делают, например. Ну-ка, скотч, если у вас дома. Изолента. Изолента, скотч, пожалуйста, можете. Обычная лента для перевязки подарков, но она да. скользкая, ею сложнее закрепить. Да. То, что клеится, крепит намного эффективнее, потому что вам не придется ничего перехватывать, так скажем, а лентой закрепить изначально сложнее. Лучше берите нечто с липким покрытием. Самый простой вариант — это действительно изолента, она хорошо крепит букеты. Да. Ну а теперь приступаем к розе. И для того, чтобы ваш букет имел какую-то фишку и был более-менее интересным, не ставьте розы по кругу. Попробуйте с этими розами поиграть, попробуйте их выставить группками, по 3, по 2, где-то по 1. И тогда эффект букета будет более интересным. Вот у нас в данной ситуации 7 роз, да, и мы попробуем, ну вот попробуем, хотя я говорю, с хризантемой это непросто, потому что
Она ветвистая, она кучмастая, мы не должны поранить ее, соответственно, цветочки. Ну вот можно, допустим, поставить так. А ты и вровень ставишь? Или Я чуть-чуть повыше, вот может быть самую малость, потому что все-таки роза, она должна солировать в любом, что называется, букете. особенно с хризантемой? Особенно с хризантемой. И просто Да. старайтесь еще подбирать розу с хризантемой похожими по оттенкам, либо чтобы они по цветовой гамме между собой сочетались. Потому что иногда бывает, что берут самую простую желтую хризантему и туда ставят красную розу. Возможно, это самый популярный букет, но старайтесь искать другие интересные варианты. Тем более, что у кустовой хризантемы, вот даже как в нашем случае, есть очень большое количество красивых оттенков сейчас. Ну вот, предположим, можно таким треугольничком поставить, потому что здесь очень красиво скучкована хризантема, и можно розы поставить вот таким треугольником. А больше не доставлять? А вот оставшиеся, нет, почему? А вот оставшиеся, допустим, розы можно попробовать скучковать. То есть не выделяем центр, как это обычно все привыкли Нет, делать? нет, не выделяем центр. И не надо ни в коем случае ставить 5 роз, если у вас, то ставить их крестом. Да, вот это, не знаю, для меня всегда это очень грустно, когда цветы ставятся именно крестом. Таким четким рисунком. Да, потому что считается, как говорят многие флористы, что в природе нет жесткой симметрии, поэтому не нужно никогда выставлять все четко. Но вот здесь вы можете каким-то образом попробовать сгруппировать ваши розы. Мы расставили розы вот таким образом. Посмотрите, не симметрично, как вы видите, да, 3 треугольничком, здесь 2 вместе, и для того, чтобы роза распределилась равномерно, вот справа и слева поставили, от меня поставили еще по одной розе. Вот таким образом можно распределить розу. Хотя я говорю, что вы можете по-разному. Но вот вы, по крайней мере, видите, что здесь нет круга, когда розы ставятся четко по кругу. То есть они стоят по-разному. Но каким бы боком вы ни повернули к себе букет, вы везде увидите эти розы. Поэтому там уже в зависимости от вашей упаковки. Ну, снова мы закрепим, и у нас остался с вами хиперикум. Закрепли. Я хотела сказать, что если нет хиперикума, часто ставят простую зелень, типа, например, рускуса. Да. Но мы предпочитаем использовать ягодки, и опять же, практически в каждом магазине они присутствуют. И мы выбрали в данной ситуации именно зеленый хиперикум, потому что, если вы обратите внимание, наша хризантема зеленой серединкой, то есть это будет уже сочетание с нашей хризантемой. Ну вот видите, вот каким бы боком вы ни посмотрели, вы увидите, да, вот ваш букет вы разделили на 4 части, и в каждый сегмент у вас обязательно попали розы. Ну а теперь в центр мы можем поставить на противовес нашей розе, мы можем поставить хиперикум. А его по какому принципу расставляем? Пустоты заполняем? Да. Как будто бы это зелень? Как будто бы это зелень, да, и, соответственно, можем заполнить пустоты и точно так же правильно распределить это все по кругу. Да, потом вы можете, если захотите, немножечко поджать свой букет, да, пока мы оставим таким образом. Посмотрите теперь уже через зеркало. Я опять-таки вам советую, именно через зеркало вы равномерно расставите хиперикум, и он вам поможет добить круг. Если где-то у вас не хватало роз, или, сами понимаете, от того, что хризантема кучкуется по-разному, вы хиперикум можете себе позволить добить вот этот кружок до момента упаковки. Так, сейчас мы вместе с вами наш букет будем упаковывать и покажем вам сразу несколько способов, как можно упаковать такой букет. Самый первый будет простой. Мы возьмем вот такую вот сжатую бумагу. Видите, она приходит в таком рулоне. Мы уже отрезали вот такой вот прямоугольник. И будем упаковывать именно кульком с одним углом. Для этого мы складываем вот таким вот образом, загибаем уголочек, видите, небольшой. Часто поступает к нам вопрос, как отмерить, сколько загнуть. Вот смотрите, мы загибаем таким образом,
чтобы было закрыто максимальное количество стеблей по высоте. И плюс мы хотим, чтобы кулечек, верхняя его часть, закрывала вот так вот по краю букета, чтобы не было видно оголенных стеблей сверху и чуть-чуть бумага налезала на бутон. Смотрите, и вот так вот мы примеряем. Вот смотрите, мы примерили, видите? И у нас получается так, что бутон оголен. Соответственно, мы плохо с вами подогнули, нужно, значит, еще чуть-чуть сделать подгиб. Убираем снова наш букет, делаем вот так вот. То есть мы увидели, что пару сантиметров сверху нам не хватает. Мы понимаем, что перед букетом у нас вот эта часть. Соответственно, мы кладем им наверх именно. Так вот, таким образом. И по кругу вот так вот бумагу соединяем. Раз. Старайтесь все делать на весу, чтобы не интузить букет по столу. Вот, видите? Вот так вот получается. Вот, самый простой способ. У нас получился сверху достаточно большой угол. Если кому-то это не нравится, то можно взять ножницы и вот так вот аккуратненько этот угол обрезать. Вот, посмотрите, вот такого вида у нас получилась упаковка. Вот. Это самый простой способ, то есть каждый из вас может упаковать в такую бумагу. И сразу скажу, что, наверное, для начинающих именно сжатая бумага лучше всего подходит, потому что на ней не видно ни заломов, она прекрасно, она очень податливая, хорошо собирается, с ней вообще действительно максимально просто работать. Второй способ, который мы вам сегодня покажем, это будет упаковка в пленку. Она приходит вот такими вот листами, матовая пленка, 60 на 60. Есть пленка и в рулоне, но нам нравится, что вот у этой пленки, которая в листах, есть такие вот незатейливые рисунки. Люди, в принципе, у нас их всегда с радостью приобретают. Там есть и цветочки, но в данной ситуации это сердечки. Мы ее складываем. Пленка очень всегда сильно закручивается, с ней работать посложнее. Складывайте ее вот таким вот образом вдвое, чтобы вот так вот, смотрите, вот здесь угол и вот здесь, то есть небольшой искосок, не по прямой. На букет такого диаметра вам понадобится 3 таких листа, вот уже все заготовки сделаны. Вот, видите, вот таким вот образом. Начинаем мы с того, что мы выбираем место, куда мы приложим наш самый первый угол, чтобы впоследствии они все равномерно распределились по букету. Мы начинаем, например, вы можете выбрать любую розу. Вот розу мы выбираем и, соответственно, прикладываем вот так вот. На стол букет мы не кладем, все делаем на весу. И оборачиваем по кругу. В момент, когда вы оборачиваете букет, вы сразу же параллельно всю пленку расправляете, чтобы она у вас смотрелась сразу же аккуратно. И самое главное, смотрите, чтобы у вас букет не зажимался. То есть вот у вас есть буквально небольшое, но пустое пространство между упаковкой и букетом, потому что если вы слишком сильно прижмете пленку к букету, он зажмется и визуально будет выглядеть меньше, чем он есть на самом деле. Дальше вы смотрите, вот у вас два угла вот так вот распределились, третий угол, вот здесь у вас пустое место. Соответственно, сюда вы снова прикладываете угол упаковки таким вот образом. И снова крутите по кругу. Снова аккуратно, параллельно распрямляете все заломы. И снова смотрите, что, видите, букет у вас живой, и он дышит в вашей упаковке, он не зажимается. Если вам кажется, что вот видите, вы сильно натянули, просто ослабьте чуть-чуть углы, вот здесь вот тоже поправьте, и, соответственно, он уже снова выглядит шире. И у нас остался третий лист. Вот здесь вот у нас пустое место. Мы сюда прикладываем последний листочек. Чуть расправляем пленку, прежде чем мы будем ее завязывать. Смотрите, вот так вот получилось. Букет не зажат.
и все углы равномерно распределены по букету. Дальше пленка — это достаточно скользкий материал, поэтому если вам сложно сразу же обмотать букет лентой, то вы можете воспользоваться снова скрепляющей нашей анкором и завязать вот здесь вот так вот. Это если вы не можете сразу же взять ленточку и обмотать букет красивый уже, как он у вас будет выглядеть в законченном виде. Если вы можете сразу это сделать, тогда вы берете ленту и вот так вот. Вам не нужно выпускать пленку, вы сразу же обматываете.